Всем привет! Добро пожаловать на новый видеоподкаст Russian Progress. Решил записать этот подкаст в формате видео в том числе, для того, чтобы как можно больше людей узнало о каких-то новостях, как мы сейчас живем. Я сейчас в Петербурге, какие у меня планы вообще на ближайшее будущее и так далее. Вот. И начнем, наверное, я составил небольшой список тем, о чем я хотел бы поговорить. Начнем, пожалуй, с Ютуба. И да, кстати, забыл сказать, все время забываю. Транскрипция к этому выпуску будет доступна на Патреоне. Patreon — это сайт, где можно поддержать проект, и он еще работает. То есть тоже был вопрос, работает ли у тебя Patreon, стоит ли подписываться или нет. Отвечаю, что если хотите поддержать проект, получить там транскрипции, доступ к чату, сейчас у нас там более 500 человек в чате, то да, можете смело подписываться, и это будет мне очень приятно. Так что ссылка в описании, транскрипция, чат и другие бонусы будут там. Так вот, YouTube. Сейчас мы не знаем, будет он работать или нет. Пока он работает, но есть вероятность того, что он перестанет работать. В связи с этим я на самый ужасный случай сохранил все видео проекта Russian Progress на жестком диске и опубликовал их, в том числе в группе ВКонтакте. Это российская площадка, поэтому вероятность того, что она будет заблокирована, очень низкая. Ссылку я тоже на нее оставлю в описании. Можете там на всякий случай зарегистрироваться. Там вы найдете огромное количество русских, потому что это российская площадка. И там вы найдете все видео, основные видео Russian Progress с субтитрами. Я все продублировал на всякий случай, вот. Но мы не знаем, будет работать YouTube или нет, потому что YouTube блокирует всякие государственные каналы России. России это не нравится, и, возможно, будет какой-то ответ в виде блокировки. Мне лично этого не хотелось бы. Мне хотелось бы, скажем так, на месяц-два попробовать пожить без Ютуба, потому что я уже, не знаю, последние несколько, 5, больше 5 лет сижу в Ютубе, да, даже не 5, с 13-го года, уже почти 10 лет сижу в Ютубе, учу языки через Ютуб и так далее, но хотелось бы немножко отдохнуть, то есть не иметь возможности зайти туда хотя бы там месяц-два, но очевидно, что потом хотелось бы иметь доступ к контенту на разных языках. Так что для меня, я не хотел бы, чтобы YouTube был заблокирован. В любом случае, если он даже будет заблокирован, у нас есть VPN. Можно пользоваться VPN. В случае с Инстаграмом, Фейсбуком, забегая немного вперед, его уже больше нет. То есть нет ни Инстаграма, ни Фейсбука. На территории России ты не можешь открыть это приложение, но если ты включаешь VPN, то оно работает. То же самое может быть с YouTube. Пока что в этом нет необходимости, но кто знает, может быть, это произойдет. Если это произойдет, я продолжу публиковать видео на YouTube, но вы знаете, касательно публикации видео на YouTube, возможно, вы заметили, что я меньше стал публиковать видео еще до всей этой истории. Я стал меньше публиковать видео на YouTube, потому что я решил сместить свой фокус на публикацию, на создание подкастов. Потому что я вижу в этом примерно ту же самую отдачу, примерно тот же самый результат, но я трачу гораздо меньше сил для себя, то есть мне не нужно сидеть, записывать, смотреть, какой фон, думать о том, чтобы места было достаточно на телефоне, на компьютере, монтировать это все. Результат один и тот же. Получается подкаст, который можно также послушать, также можно получить транскрипцию и учить русский язык абсолютно без проблем. Просто это меньше у меня занимает времени, меньше усилий. И не то, чтобы я вижу какую-то супер отдачу, супер какой-то результат за свои 3 года на Ютубе. Поэтому я еще 2 месяца назад принял решение заниматься больше подкастом. Еще один важный момент, сразу скажу, что я создал запасной RSS-фид. Для тех, кто не знает, RSS-фид — это тот источник, откуда мой подкаст распространяется на всех площадках. Вот, он у меня привязан к WordPress сейчас. Я не знаю, будет работать WordPress или нет. В России пока работает. Spotify уже не работает. Кстати, он долгое время не работал, потом поработал год-два, и теперь опять не работает, в принципе, ничего не изменилось. Я создал запасной RSS-фид, то есть если мой подкаст вдруг исчезнет со всех площадок, то вот этот RSS-фид вы можете добавить его в свой
свое приложение для подкастов, и вы будете дальше наслаждаться подкастом Russian Progress. Вот. Ссылка на него тоже будет в описании, просто вы копируете эту штуку, заходите в ваше приложение, нажимаете плюс, добавите RSS feed и вставить. Вот. Этот RSS feed тоже из ВКонтакте, так что тоже маловероятно, что он исчезнет. Так что насчет Ютуба я не переживаю, я и так не особо хотел в ближайшее время им заниматься, вы сами видели, что я очень редко публиковал видео. Обидно будет в том случае, если я не смогу смотреть свои видео, которые я смотрю каждый день сейчас на Ютубе. Вот. Идем дальше. Инстаграм, Фейсбук, в принципе, уже сказал. Единственный момент — это то, что Facebook, компания Meta, признана экстремистской организацией в России. Для тех, кто пропустил, история очень простая. Facebook в определенный момент позволил призывы к ненависти, к смерти в отношении российских военных, Лукашенко и Путина. Сначала это было, по-моему, везде, потом СНГ какие-то страны, постсоветское пространство, потом только Украина. Но пока он все это решал, сейчас уже это решение отменено, пока он все это решал, думал, там, стоит ли позволять это, не стоит, Инстаграм был заблокирован в России, и потом началось судебное разбирательство, и компания Мета была признана экстремистской организацией, потому что по законам России, если ты призываешь к ненависти, к смерти, то ты экстремист. Вот. Лично я, опять же, я понимаю, что огромное количество бизнесов, огромное количество работы связано с Инстаграмом, с Фейсбуком в России, ну, Facebook в меньшей степени, потому что мало кто пользовался Фейсбуком в России. Инстаграм была очень популярная площадка, и для многих это проблема, да. Лично для меня, несмотря на то, что я там, да, активно публиковал, это не проблема, то есть я, наоборот, всегда, вы знаете, я публиковал выпуск, по-моему, 40-й выпуск о том, что я уходил из Инстаграма, там потом возвращался, и я вижу огромное количество минусов в этой платформе, в этой площадке. В принципе, я не против того, что они заблокированы в России. То есть я считаю, что это, да, сейчас неприятно, но это такая аналогия, как с фастфудом, например, да. Ты привык есть бургеры, крылышки, но ты понимаешь, что от этого нужно отказываться, и это неприятно, это тяжело отказываться от этого, но это нужно сделать, чтобы потом просто тебе было лучше. Касательно, раз уж мы начали говорить о фастфуде, поговорим о Макдональдс и других компаниях, которые ушли из России. Макдональдс, Starbucks и так далее. Вот. Здесь очень важный момент, ключевой, что они сказали, что ушли, и, в принципе, все везде написали, что они ушли, но на самом деле они приостановили свою деятельность в России. Это говорит о том, что пока длится конфликт, их не будет в России, то есть они даже не убирают вывески свои. Ну, я гуляю по городу уже неделю как, вроде как, они ушли, но при этом вывески не убирают. Это говорит о чем? Ну и плюс там написано, что, ребята, мы приостанавливаем работу в России. Это значит, что они делают это временно. Большинство этих компаний, скорее всего, вернутся после того, как конфликт закончится, война закончится. Тогда, да, большинство компаний вернется, либо, если они не вернутся, то их заменят какие-то другие азиатские аналоги, либо российские аналоги. То есть тут нет какой-то критической ситуации, опять же, может быть, для работников и для тех, кто работает. Да, это проблема, но, насколько я знаю, по законодательству РФ ты не можешь просто закрыть заведение и не платить зарплаты. Все вот эти компании, они продолжают платить зарплаты российским работникам, просто они не получают выручку, не получают прибыль. Вот. Я, опять же, поддерживаю уход Макдональдс и прочих компаний, потому что я сам избегаю всего этого фастфуда, я понимаю, что это вредно для организма, и, опять же, да, если уйдет Макдональдс, придет какой-то российский там или другой аналог фастфуда, но в любом случае лично для себя я не вижу здесь какого-то негативного влияния. То есть, ну да, ушел Макдональдс, в который я и так никогда не ходил. Вот. Следующий момент — это Visa и MasterCard, которые ушли, да, и это, наверное, одна из главных санкций, потому что проблема в том, что у нас больше не работает Visa и MasterCard, но они не могут не работать в России. Я не углублялся в технические вот эти особенности, но, скажем так, наши карты Visa и MasterCard не зависят
от Visa и MasterCard. То есть мы можем пользоваться этими картами в России сейчас уже бессрочно. То есть многие банки сказали, что ваши карты эти будут бессрочными, вы можете их бесконечно ими пользоваться. Проблема здесь в том, что ты теперь не можешь поехать за границу и оплатить что-либо картой Visa и MasterCard, если она из России. Вот. И те люди, которые уехали из России, они оказались в этой ситуации, или которые были за границей и имели деньги только на карте, они вдруг остались без денег, потому что они не могут не снять деньги и не могут получить деньги. Ну, из России могут получить, но из-за границы не могут. Вот. Еще одна проблема — это то, что я теперь лично не могу оплатить какие-то сервисы заграничные, не знаю, ты не можешь там что-то купить, и тебе не могут переслать деньги. Но, в принципе, я эту проблему решил. Patreon работает через PayPal, и дальше деньги идут на карту. Я просто подключил PayPal моей тете, которая живет в Австралии, так что я эту ситуацию решил для себя, поэтому у меня ничего не изменилось. В ближайшее время, да, я собирался поехать за границу, но, в принципе, можно посидеть и в России годик-другой и подкопить денег в любом случае на путешествие, на жизнь за границей. Тебе нужны деньги, которых у меня в ближайший момент в последнее время не оказалось, потому что я очень активно последние годы путешествовал и практически все сливал на путешествия. Вот, так что Visa и MasterCard ушли из России, при этом работают в России, продолжают работать. У нас есть аналог, наша платежная система МИР, которая работает также в России и в некоторых других странах, там около 10 стран. Вот, но главное здесь то, что у нас уже есть в наших некоторых банках платежная система UnionPay. Это китайская платежная система, которая работает в 180 странах, и уже можно сейчас ее оформить, просто эта карта дорогая, стоит где-то $100. Я пока ее не оформляю, но либо я ее оформлю со временем, либо в других банках тоже появится эта система, и мы также сможем ездить и все оплачивать за границей. Просто это будет не Visa и MasterCard, это будет китайский UnionPay. И, в принципе, это логика санкций, да, то есть те компании, которые уходят с российского рынка, либо они временно приостанавливают свою деятельность, либо они просто отказываются от этого рынка, заходят другие игроки, китайские, либо наши, и, в принципе, для людей особо ничего не меняется. Меняется то, что закрыли небо в ряде европейских стран сначала, там Латвия, Литва, Польша, по-моему, потом закрыли всю Европу, Штаты, по-моему, закрыли, в общем, Запад закрыл свое небо, и, соответственно, Россия тоже в ответ закрыла небо. Это проблема, потому что ты не можешь сейчас напрямую полететь в Европу, но ты можешь полететь куда-нибудь в Стамбул и оттуда уже в Европу, если тебе, конечно, дадут визу. Сейчас там тоже непонятно. Некоторые страны отменяют ВНЖ, запрещают там давать визы и так далее. Так что сейчас не самое лучшее время, чтобы путешествовать, ездить куда-то. Сейчас непонятно, что вообще в мире происходит, не опасно ли это и так далее. Так что мне кажется, вот для человека из России самое безопасное место сейчас это в России. Вот, но многие со мной, может быть, не согласны. Я встречал лично людей, которые собираются уезжать. Некоторые в Грузию, некоторые на Кипр. В Европу я не слышал. Кто-то в Европе уже находится и продолжает, ну, собирается там находиться. Так что у всех по-разному, каждый смотрит сам. Что дальше? У нас упал курс рубля. В принципе, не в первый раз. Я лично помню, когда доллар стоил 30 рублей. Это было в 2013 году, а евро стоил 1 евро 40 рублей. Я помню, вот в 2013 году я ездил путешествовать в Европу по этим ценам, и вот мы вот так ориентировались. Потом 2014 год, Крым и так далее. И у нас сразу же в 2 раза девальвировался рубль, то есть стал стоить 60 рублей доллар и 80 рублей евро. И плюс-минус так и было, потом там со временем он дорос до 75, и вот сейчас доходили цифры до 150 рублей за доллар. То же самое там касается евро. Я лично не смотрю на это, не обращаю на это внимания особенно, потому что я зарабатываю все в долларах. То есть не то чтобы я как-то заработал, но я, по крайней мере, не теряю. То есть цены растут, очевидно, но и, соответственно, то, что я получаю, тоже растет. Поэтому я цен никаких у себя не менял на занятия.
Вот, так что можете записываться, пока цены старые, так как для меня ничего не меняется. Вот. Проблема для тех, кто зарабатывает в рублях, потому что сразу же они стали на 30% или на 50% меньше получать. Но сейчас рубль немножечко укрепляется, и связано это отчасти с тем, что Путин объявил, что теперь будет принимать платежи за газ со стороны Европы и Америки. Ну, Америка, по-моему, уже отказалась. Будет принимать платежи в рублях. Это значит, что Европа должна будет сначала покупать рубли в России и потом платить этими рублями за газ. Вот. Сейчас доллар стоит в районе 100 рублей. Возможно, он еще ниже опустится. Будем смотреть, как это будет развиваться. Опять же, касательно меня, на меня это никак особо не влияет, потому что я зарабатываю в долларах. Финансовый закон номер 1 в России — это нужно какой-то сторонний доход иметь в долларах лучше всего. Понятно, что с бухты-барахты это все взять и организовать нелегко, но нужно думать в этом направлении и как-то вот искать варианты. Закрыли СМИ, закрыли всякие альтернативные СМИ, потому что сейчас война, военная цензура, то есть нельзя говорить ничего негативного. Но здесь важный такой момент, что, как правило, закрывают эти СМИ в ответ на какое-то закрытие нашей пропаганды, потому что я считаю, что пропаганда есть и тут, и там. Да, я согласен, что у нас есть пропаганда, но и на Западе есть пропаганда, поэтому говорить о том, что мы закрываем вашу пропаганду, потому что это пропаганда, а наши СМИ самые независимые, честные и свободные, это не совсем правильно, на мой взгляд. Так вот, закрытие каких-то альтернативных СМИ в России — это ответ на закрытие наших СМИ. Вот, и эта история тоже спекулятивная, то есть у каждого может быть свое мнение, но лично у меня нет проблем с доступом к информации. Я могу как и проукраинскую какую-то информацию получать, как и пророссийскую, даже без использования VPN, через телеграм-каналы какие-то. Ну, а если ты там включишь VPN, то у тебя будет доступ ко всем абсолютно сайтам. Да, некоторые издания приостановили свою деятельность, но уверен, что после конфликта они деятельность свою восстановят, скорее всего. Касательно людей тоже, вот поддерживают ли люди в России то, что сейчас происходит. Тоже я уверен, что это важный такой вопрос, популярный. Тяжело мне говорить за всех. Скажу так, что я не вижу протестов в Петербурге, я не вижу протестов, в принципе, в России, по новостям и где-то. Опять же, может быть, я не получаю какую-то информацию, но нет каких-то забастовок, нет каких-то выходов на улицы. Да, это было первые дни, люди выходили в Петербурге, в Москве, но сейчас этого нет. О чем это говорит? Это может говорить о том, что либо люди боятся просто попасть там в автозак, получить дубинкой по голове. При этом я, опять же, не сторонник того мнения, что просто за то, что ты вышел, тебя сразу будут бить. Нет, это если ты что-то скандируешь, если у тебя какие-то плакаты, если ты сам проявляешь агрессию, сопротивляешься полиции, что, в принципе, на мой взгляд, не имеет смысла сопротивляться как-то полиции. Ты только себе хуже сделаешь. То тогда, да, применяется сила, но протестов нет. Протестов нет. Может ли это говорить о том, что люди поддерживают? Я не знаю, но говорю о том, что есть. Ну и в завершении немного о том, какие у меня планы. Я это немножко уже озвучил. Я планирую находиться в России, планирую создавать подушку безопасности какую-то финансовую, работать, меньше тратить, меньше ездить. Если ездить, то по России, ближайшее какое-то зарубежье. Но каких-то глобальных там переездов я не планирую. Пока что, потом посмотрим. Вот, работать буду дальше над проектом, создавать видео. Ну, видео меньше, подкасты больше. И вот, собственно, буду находиться в Новосибирске в ближайшее время. Планирую переехать из Петербурга в Новосибирск. Языки. Сейчас не думаю ни о каких языках. Все, есть планы на изучение там разных языков, но сейчас пытаюсь все обдумать, пытаюсь как-то подчерпнуть какую-то информацию. На самом деле многому учишься сейчас в это время, в это тяжелое время, тяжелое прежде всего для украинцев, очевидно. То есть россияне, русские страдают очень косвенно на самом деле. То есть какие-то, да, санкции, но
Вот чтобы понять реакцию россиян на санкции, это нужно понимать, что Россия живет в состоянии кризиса перманентно. Это перманентно, это постоянное состояние для России. То, что у нас последние там несколько лет чуть легче стало жить, это в принципе исключение из правила, скажем так, потому что за историю России, ну, народу России довольно тяжело приходилось, и мы, в принципе, не так уж чувствительны к потере какого-то комфорта, хотя, опять же, лично для меня ничего кардинально не изменилось. Так что какие-то экономические санкции, они не так сильно влияют пока что. Посмотрим, что будет дальше, я не знаю. Еще один момент, что 10 лет назад всех большинства вот этих вот благ, каких-то там кофеин, Икеи и прочего, этого просто не было. Это появилось буквально вот недавно в России. Тот же самый Starbucks или Макдональдс. Ну да, то есть ты идешь по Невскому проспекту, закрыто два заведения. Два заведения, все остальные работают. То есть аналогов за это время огромное количество было создано. Так что я понимаю, что отчасти есть люди, которые хотели бы, чтобы мы, то есть в России, как-то пострадали от этого, потому что очевидно, что российская власть, Россия, скажем так, творит сейчас дела, да, и многие думают о том, что все русские должны за это отвечать, но, к сожалению, наверное, этих людей вынужден сказать, что русские пока не особо от этого страдают. Ну, и к счастью тех людей, которые думают о том, что есть еще обычные простые люди, которые не причастны к этому и которые не заслуживают вот такой вот отмены и так далее. Ну, в общем, эта тема сложная, тяжелая, но я постарался записать такой подкаст, рассказать вам в основных каких-то моментах. Если у вас остались еще вопросы, пишите. Любые какие-то, любой какой-то негатив, какое-то бессмысленная писанина будет блокироваться. Любой конструктив, пишите, любые мысли. На этом на сегодня все. Всем хорошего дня, спокойствия, мира и да, всего хорошего. До скорого. Пока.